Всем привет, ребята! Сегодня мы поговорим об одном из самых важных ресурсов на поздних этапах игры – усовершенствованных кристаллов огня. Разберемся, где их добывать, как работает система их создания и использования, а также на что стоит тратить их в первую очередь, чтобы получить максимальную выгоду для развития аккаунта. Этот ресурс становится актуальным в конце пятого поколения героев, начиная с 315-го дня развития вашего сервера, когда открываются новые уровни зданий, для улучшения которых потребуется усовершенствованный кристалл огня. Поэтому, если вы уже приближаетесь к шестому поколению героев или хотите заранее подготовиться к будущему развитию, это видео точно будет вам полезно. Сначала давайте вспомним, как развивается игра. Каждый из нас находится на разном этапе развития аккаунта. Те, кто играет довольно-таки давно, прекрасно знают, что примерно на 60-й день игры открывается эра огненных кристаллов. Именно тогда появляется возможность улучшать здания с 1 по 3 уровень, а также постепенно переходить на новый этап развития аккаунта. На 150-й день игры становится доступно улучшение зданий с 4 до 5 уровня. Для этого нам по-прежнему необходимы обычные огненные кристаллы. Это основная валюта развития на данном этапе. Но уже начиная примерно с 315 дня сервера, когда открывается здание 6 уровня и выше, ситуация меняется. Теперь для каждого улучшения, помимо обычных огненных кристаллов, потребуются усовершенствованные кристаллы огня. Именно этот ресурс становится одним из самых ценных и дефицитных в игре, поэтому очень важно понимать, где его добывать и как правильно им распоряжаться. Помимо этого, данный ресурс необходим для улучшения войск 12 уровня, как на этапе открытия, так и на этапе развития войск 12 уровня. И давайте сначала разберемся, где вообще можно получать усовершенствованные кристаллы огня. И основной источник – это лаборатория кристаллов. Каждый день мы выполняем обычное усовершенствование и получаем стандартные огненные кристаллы. После открытия 6 уровня зданий становится доступна еще одна функция – супер усовершенствование. О нем мы поговорим немного позже, потому что у этой механики есть свои особенности, и ее стоит разбирать отдельно. Помимо лаборатории существует еще несколько способов получения этого ресурса. И первый магазин с недавнего времени – это магазин мощи государств. После недавнего обновления там появилась возможность приобретать усовершенствованные кристаллы огня. Если у вас хорошо прокачан эксперт Валерия, то раз в 2 недели вы можете забирать до 3 таких кристаллов. Лично я считаю, что именно этот ресурс является одним из самых выгодных покупок в данном магазине, вместе с кристаллами огня и пылью. Поэтому рекомендую брать его в первую очередь. Следующий источник – это магазин лабиринта. Если у вас накопилась соответствующая валюта события, то обязательно обращайте внимание на усовершенствованные кристаллы. Также небольшое количество кристаллов можно получать за участие в каньоне. Конечно, объемы там не самые большие, но все равно небольшой бонус не будет лишним. Безусловно, существуют и платные способы получения этого ресурса через различные наборы и специальные предложения. Но сегодня мы будем говорить именно о бесплатных и максимально эффективных вариантах, доступных большинству игроков. Если кому-то интересны донатные опции, то можем с вами сделать отдельный ролик и обсудить, какой донат нынче актуален на сегодняшний день для игроков со средним донатом. Теперь возникает самый главный вопрос – как грамотно получать усовершенствованные кристаллы огня? Ведь ресурс крайне ограничен, и каждая ошибка может отложить развитие аккаунта на несколько недель. Именно поэтому во второй части видео мы подробно разберем систему суперусовершенствования. Посмотрим, сколько кристаллов требуется для каждого уровня. Кроме того, для вашего же удобства у меня давно в Телеграме есть таблица со всеми уровнями зданий и точным количеством необходимых усовершенствованных кристаллов огня. Многие из вас уже давно пользуются этими таблицами и знают, насколько они помогают заранее запланировать развитие аккаунта. Поэтому после просмотра обязательно загляните в мой телеграм-канал. Ссылка, как всегда, находится в описании под этим видео. Но мы переходим к следующей части, где подробно разберем механику суперусовершенствования и посмотрим, как работает эта система на практике. Самое первое, что необходимо знать, уровень суперусовершенствования сбрасывается каждую неделю. Поэтому если вы планируете использовать определенное количество обменов, желательно заранее понимать, сколько у вас есть обычных огненных кристаллов, до какого этапа вы сможете дойти на этой неделе. Всего существует 5 этапов суперусовершенствования, и каждый следующий этап требует больше огненных кристаллов, но при этом увеличивает количество усовершенствованных кристаллов, которые вы можете получить. Касательно первого этапа. Первые 20 обменов стоят по 20 огненных кристаллов. За один обмен вы можете получить от 1 до 3 усовершенствованных кристаллов. Вероятность следующая. 1 кристалл 65%, 2 кристалла 25%, 3 кристалла 10%. Это самый дешевый этап, но и средняя награда здесь самая низкая. Второй этап. С 21 по 40 обмен стоимость увеличивается до 50 огненных кристаллов за попытку. Награда составляет уже от 2 до 3 усовершенствованных кристаллов.
вероятности 2 кристалла 85%, 3 кристалла 15%. Именно этот этап многие считают одним из самых выгодных по соотношению цены и получаемой награды. Третий этап. С 41 по 60 обмен стоимость составляет 100 огненных кристаллов. Награда увеличивается до 3-6 усовершенствованных кристаллов огня. Шансы распределяются следующим образом. 3 кристалла 85%, 4 кристалла 12,5%, 5 кристаллов 2% и 6 кристаллов 0,5%. Получить максимальную награду здесь уже довольно-таки сложно, но шанс все же есть. И четвертый этап. Тут идет уже с 61 по 80 обмен и составляет стоимость до 130 огненных кристаллов. Награда составляется от 3 до 9 усовершенствованных кристаллов. Вероятность следующая. 3 кристалла 75%, 4 кристалла 15%, 5 кристаллов 5%, 6 кристаллов 3%, 7 кристаллов 1%, 8 кристаллов 0,5% и 9 кристаллов 0,5%. Здесь уже появляется возможность получить действительно крупную награду, но вероятность все еще остается достаточно низкой. И последние 20 обменов с 81 до 100 уже составляют 160 огненных кристаллов за попытку. Награда составляет от 3 до 12 усовершенствованных кристаллов. И вероятность получения. 3 кристалла 70%, 4 кристалла 12%, 5 кристаллов 9%, 6 кристаллов 4%, 7 кристаллов 1,5%, 8,9 кристаллов по 1% и 10, 11, 12 кристаллов вы можете получить шансом 0,5%. Как вы видите, несмотря на возможность получить сразу 12 усовершенствованных кристаллов, шанс на это составляет всего лишь 0,5%. Именно поэтому не стоит рассчитывать на удачу. Планируйте обмены, исходя из вашего среднего результата. Редкие крупные награды воспринимайте как приятный бонус, а не как гарантированный доход. Теперь давайте посчитаем, какой вариант обмена действительно выгоднее. Если придерживаться основной схемы, из понедельника по субботу делать 3 обмена, а в воскресенье по 2, то за неделю мы потратим 330 кристаллов огня. Согласно вероятностям выпадения, в среднем это принесет около 29 усовершенствованных кристаллов огня. Получается, что один усовершенствованный кристалл обходится примерно в 11,4 кристалла огня. На мой взгляд, это хорошее соотношение затрат и получаемой награды. Теперь рассмотрим вариант для тех, кто хочет получить максимальное количество усовершенствованных кристаллов огня. В понедельник мы с вами делаем 20 обменов, а со вторника по воскресенье по одному обмену в день. В понедельник на это уходит 390 кристаллов, а за оставшиеся 6 дней еще 150. В итоге недельные затраты составляют 540 кристаллов огня. За первые 390 кристаллов мы получаем примерно те же 29 усовершенствованных кристаллов огня, а дополнительные 150 кристаллов дают еще около 13 усовершенствованных кристаллов. В сумме получается примерно 42 усовершенствованных кристаллов. Однако если разделить 540 потраченных кристаллов на 42 полученных, то стоимость одного усовершенствованного кристалла составляет уже примерно 12,9 кристалла огня. И здесь возникает главный вопрос. Стоит ли дополнительные 13 усовершенствованных кристаллов переплаты в размере примерно 210 кристаллов огня каждую неделю? Лично я считаю, что если для вас важен максимальный баланс, то схема с понедельника по субботу по 50 кристаллов и 30 кристаллов в воскресенье является лучшим вариантом по соотношению цена-качество. Если же ваша цель получить как можно больше усовершенствованных кристаллов любой ценой, тогда можно использовать схему с 20 обменами и последующими ежедневными обменами до конца недели. Но важно понимать, что каждый дополнительный усовершенствованный кристалл в таком случае обходится заметно дороже. Поэтому выбор здесь довольно простой. Если хотите экономить ресурсы и получать максимальную отдачу от каждого кристалла огня, выбирайте первый вариант. Если же вам нужно максимальное количество наград здесь и сейчас, то подойдет второй вариант, но за дополнительную выгоду придется платить более высокой ценой. Есть и третий вариант, который лично я периодически использую. Кстати, прежде чем продолжить, напомню важный момент. Первый обмен каждый день доступен со скидкой 50%. Скорее всего, большинство из вас это прекрасно знают, но при расчетах эту скидку обязательно нужно учитывать. Лично я поступаю следующим образом. В понедельник выполняю сразу 20 обменов, чтобы получить максимум усовершенствованных кристаллов. После этого каждый день до конца недели делаю только один обмен по скидке. Дальше все зависит от моих запасов кристаллов огня. Если ресурсов достаточно, я могу позволить себе дополнительные расходы, то использую еще обмен за 975 кристаллов огня. После этого снова возвращаюсь к одному ежедневному обмену по скидке до конца недели. Когда наступает следующий понедельник, я заново оцениваю ситуацию. Сколько ресурсов осталось, насколько срочно мне нужны усовершенствованные кристаллы огня и какие цели стоят передо мной на ближайшую неделю. Уже на основании этого принимаю решение, сколько обменов делать дальше. На мой взгляд, такой подход позволяет сохранить гибкость. Вы получаете хорошее количество кристаллов огня усовершенствованных, регулярно пользуетесь выгодными скидками и при этом
не расходуйте ресурсы без необходимости. У каждого игрока свои возможности, свои запасы ресурсов и свой этап развития аккаунта. Поэтому все три варианта имеют право на существование и могут быть полезны в зависимости от вашей ситуации. Но если говорить об оптимальном варианте, особенно для игроков на поздних этапах игры, то я рекомендовал бы следующую схему. Выполнять 20 обменов в понедельник, а затем до конца недели использовать только одну ежедневную попытку по скидке. Давайте вместе сейчас так и сделаем. Я уже выполнил все обмены на сегодня, начиная с завтрашнего дня и до конца недели буду делать только один обмен по скидке. Если ближе к концу недели увижу, что у меня останется достаточный запас кристаллов огня, тогда, возможно, проведу еще несколько дополнительных обменов. Ребята, если для кого-то вся эта информация на словах оказалась сложной, если вы хотите еще раз спокойно все пересмотреть, приглашаю вас в мой телеграм-канал. В чате канала закреплена подробная информация по всем вариантам обмена, поэтому вы сможете ознакомиться с расчетами в удобном для себя формате. На этом, пожалуй, все, что я хотел рассказать об усовершенствованных кристаллах огня. Я не могу вам дать универсальный совет, что именно и в какой момент лучше улучшить, потому что многое зависит от вашего этапа развития, количества ресурсов и поставленных целей, и, конечно же, доната. В этом видео мы подробно разобрали именно механику обмена кристаллов и постарались понять, какой вариант будет наиболее выгодным в разных ситуациях. Надеюсь, эта информация оказалась для вас полезной. Если это действительно так, поддержите видео лайком. Это лучшая благодарность за проделанную работу. Тем более, что это уже второе видео за сегодня. Поэтому ваша поддержка будет особенно приятна. А на этом буду заканчивать. Немного отдохну и начну готовить для вас новые материалы. Спасибо всем за просмотр. Желаю удачи в игре, хороших выпадений и грамотного распределения ресурсов. Всем пока-пока.